Все мы знаем сказку о Золушке, которая встретила своего принца и стала принцессой. Марбелья – это и есть та Золушка. Эта небольшая деревушка на берегу Средиземного моря была обыкновенным рыбацким местом, где рыбаки ловили рыбу в Средиземном море и сушили свои лодки на берегу. Однажды она встретила своего принца, который сделал из этой деревни самый богатый курорт Испании. Сюда съезжаются актеры и бизнесмены со всей Испании и даже с Европы. Теперь рыбацкие лодки сменились яхтами, на которых вальяжно выплывают в Средиземное море богатые туристы, чтобы посмотреть на красоту Марбельи. Друзья, на заднем плане у нас находится куча чемоданов. Короче, произошла такая ситуация. Я заказал аренду машин, но, к сожалению, я просто вот засуетился и забыл машину забрать. Я думал, что ее нужно забрать сегодня, оказалось, ее нужно было забрать вчера, за день перед этим. И получилось так, что мы потеряли свою резервацию. И теперь вот у нас экстремальное путешествие на автобусе. Куча чемоданов. Я не знаю, как это будет, но, надеюсь, будет очень интересно вам. Нам будет тяжело, поэтому просто поддержите нас. А теперь расскажу об аренде автомобилей. Обычно в больших аэропортах есть два вида фирм. Те, которые подороже, находятся прямо в аэропорту, и подешевле. К ним нужно добираться на трансфере, который, в свою очередь, организовывают эти же фирмы. Обычно при резервации вы оплачиваете аренду сразу, и это дешевле. Если вы будете оплачивать ее по прилету, то это будет дороже. В любом случае, вы регистрируете свою кредитку. И если вы вдруг по какой-либо причине не смогли забрать машину в течение от 4 до 6 часов, то вы теряете вашу бронь и деньги. Я зарезервировал машину в фирме, которая называется Малагакар, и бронировал я ее за 1,5 месяца до начала сезона. И чем ближе к лету, тем выше росли цены. Самое удивительное, что при резервации машины в этой фирме у меня не попросили данные кредитки, а прислали мне имейл с уникальным кодом брони. Как вы уже знаете, я забыл забрать машину, но не лишился своих средств, а просто потерял бронь. Арендовать машину по такой же цене я не смог, и нам пришлось передвигаться на автобус. Купили мы билеты на автобусной станции до Марбеллы, заплатили 35 евро на 4. Детских билетов нету, поэтому мы заплатили 4 взрослых. Отходит скоро, с 21-го пути, так что счастливого нам пути. Не благодарите меня за классное путешествие. Это самый комфортный автобус, какой я только видела. Даже в Норвегии таких нет. Смотрите на эти сиденья кожаные. Кожаная подставка. Тут есть зарядка. Все, столики, подножки. Идеально. Из Малаги в Марбелью на автобусе мы добирались около часа, а потом от вокзала до старого города на такси Uber мы доехали за 5 минут и оказались на живописных улочках Марбельи. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. В южных странах, в старых домах, стены всегда очень широкие, что позволяет сохранить прохладу в жаркие месяцы. А для детей это место, где можно поболтать и понаблюдать за проходящими людьми. А дома за окнами настоящая фотосессия. На заднем плане у меня фотограф с таким просто длиннющим объективом, с крутой камерой, с вспышкой, и фоткают они вот эту девушку на заднем плане. Вот у нас такое живописное место, где мы живем. Мы живем прямо в центре старого города, и цена вот на это прекрасное жилье за моей спиной 80 евро в сутки. Алексей поймал таракана, смотрите, под нашей дверью. Громадно. Помимо огромных тараканов, на улицах Марбельи мы встретили милую собачку и грациозную домашнюю кошку. Наигравшись с ней вдоволь, мы выдвинулись в сторону пляжа.
because it's easy. Well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. У нас еще один строитель в семье. Капитальный. Закапывать, так закапывать. Любишь братика? Элик, любишь братика? Это для нас, взрослых, нужно, чтобы были лежаки, зонтики, а для детей самое главное – песок и море. В Марбелье всего этого предостаточно, так что здесь весело и взрослым, и детям. Сегодня на Средиземном море очень большие волны. Мы познакомились, вернее, дети познакомились с классной семьей, они здесь живут. Она занимается танцами. И мы ее попросили, чтобы она сделала пару пируэтов на камне. Вон там камень вдали. Far in the distance, there's a promise. It seems far in the distance. I put it on the altar. К нам подошли спасатели и сказали, что так делать нельзя. Пляжи Марбельи и вообще Испании могут похвастаться своей безопасностью. Спасатели постоянно следят за морем, и когда волны становятся большими, то выставляют красный флаг. Это значит, что в воду заходить запрещено. Но если вдруг туристы противятся спасателям, то в дело вступают полицейские. Безопасность людей стоит на первом месте. Поэтому нас и попросили закончить нашу видеосессию. Полиция приехала штрафовать. Когда купаться не разрешают, то вы можете полетать на мотороплане. Виды сверху потрясающие. Первая закупка. Закупился в Марбелье. Чуть дороже, чем в Малаге, но... А что делать? В Марбелье, в старом городе, находится очень много уютных кафе, ресторанов на любой вкус и кошелек. Здесь также очень много уютных лавочек, где вы можете купить сувениры. Цены на продукты в прибрежной зоне выше, чем в таком же магазине в центре города. Ведь до пляжа всего пару минут. И днем, когда солнце припекало, я покупал здесь детям мороженое, а мне с Кристиной холодный кофе. Ближе к вечеру в этом же магазине мы покупали наш ужин. И пока моя жена готовила, я занимался стиркой, вернее сушкой. Таким образом, мы погружались в испанский быт. И, можно сказать, становились полноценными испанцами. Мы долго искали, где сушить белье, пока не нашли вот это прикольное место, прямо на крыше. Гуляя по живописным улочкам, можно с легкостью встретить какую-нибудь знаменитость. А мы встретили только местного жителя, который спешил домой, неся что-то в своем пакете. За последние 50 лет Марбелья трансформировалась из небольшого рыбацкого поселка в туристический центр с отелями и роскошными особняками. Сам старый город около 9 веков был под влиянием мавров, а в 14 веке его отвоевали испанцы, которые тоже привнесли свой стиль в архитектуру. На площади Христа стоит часовня с таким же названием, и вся она заливается вечерним солнцем, которое отражается от желто-белых стен. Прямо по центру стоят небольшие столики и стулья, на которых можно присесть и заказать десерт в местной кофеюшке. Испанцы очень любят детей и довольно-таки часто проводят с ними свое время. В чем мы убедились, когда зашли в очередной ресторан и увидели там девочку, которая мило пела под аккомпанемент испанской гитары. О добродушности испанцев можно говорить бесконечно. Гуляя по городу Марбелья, мы просто проходили мимо какого-то кафе и слушали там шум. Я решил снять небольшое видео. Вот вы сейчас его увидите. Испанцы везде берут с собой детей, и даже на вечерние торжества. В отличие от наших детей, они ложатся спать намного позже. Скорее всего, эта традиция сложилась из того, что испанцы высыпаются днем, во время сиесты, а вечером устраивают семейные торжества. Мы наконец нашли чуррос. Чуррос – это испанские пончики, которые жарятся в масле и подаются с горячим шоколадом. Обычно испанцы едят ее на завтрак, а нам, туристам, подают в любое время. Это
такая сахарная батарейка, съев которую зарядки хватит на много часов. И эту энергию нужно куда-то израсходовать. Благо здесь есть детские аттракционы, которые справляются с этой задачей весьма неплохо. А когда они закрываются, то на помощь приходят тренажеры. Полуденная жара наконец сошла на нет, оставив после себя приятное тепло. Солнце давно скрылось за горизонтом, а легкий морской ветерок скользит сквозь узкие улочки старого города. Воздух постепенно становится прохладнее, запахи ощущаются ярче. Ресторанные уличные столики заполняются отдыхающими, среди которых оказались и мы. Обратите свое внимание на чеки, которые вам приносят. Особенно на то, когда вам принесут терминал. Допустим, у нас сейчас произошло такой, как бы не инцидент, но просто вместо 33 евро там стояло 39. Хорошо, что Кристина заметила и сказала: слушайте, там стоит 39. Официант сказал: о, да, точно, я извиняюсь. Поэтому всегда проверяйте чеки в ресторанах, ведь официантам свойственно ошибаться, и обычно это не в вашу пользу. Если вы еще в раздумьях, ехать ли в Марбелью или нет, то быстрее хватайте чемоданы и переезжайте в этот удивительный городок. Ну а теперь совет от Solo Family. Любите своих родных, проводите вместе время, будьте добры и служите друг другу. Не оставляйте места для сожаления, а в поступках членов семьи ищите добро, а не зло. Время, проведенное с семьей, это одно из самых драгоценных минут нашей жизни, поэтому сделайте так, чтобы этих минут было как можно больше. Итак, мужья, прямо сейчас возьмите телефон и отправьте СМС вашей жене, даже если она находится в соседней комнате. Пригласите ее в кафе. Нужно менять обстановку, выбираться из обыденной атмосферы, чтобы побыть вместе, поговорить, и отношения наполнятся новой силой. Совет женам: просто перешлите это видео вашему мужу, и он обязательно прислушается к моим советам. Хорошего вам настроения и увидимся в следующем видео. Пока!